Что общего между сборщиком клубники из Калифорнии, пенсионером из Германии и рыбаком из Исландии? В 2008 году все трое потеряли все свои сбережения. Сборщику клубники дали ипотечный кредит на $700 тысяч при его зарплате в $14 тысяч в год. Банк попросту даже не проверил его доход. Пенсионер вложил свои накопления в высоконадежные облигации, которые в итоге оказались простым мусором. А рыбак просто проснулся в стране, которая обанкротилась за одну неделю. 3 человека в 3 совершенно разных местах планеты. Ни один из них даже не знал о существовании остальных, но их судьбы связала одна и та же ошибка. Это канал Homo Politicus, и сегодня мы разберем самый масштабный финансовый обман в истории человечества. И спойлер, один из героев этой истории прямо сейчас предупреждает, что новый финансовый пузырь, который угрожает миру, уже надулся. Но об этом в конце. 15 сентября 2008 года мир потерял 1,2 триллиона долларов за один день. Всего лишь один день. Это больше, чем годовой ВВП Казахстана, Узбекистана и всей Центральной Азии вместе взятых. Все буквально испарилось до обеда. За 18 месяцев мировая экономика потеряла 30 триллионов долларов. 30 миллионов человек лишились работы. В одной только Америке у почти 4 миллионов семей отобрали дома. Всего за годы кризиса и последующей рецессии, которая длилась несколько лет, около 10 миллионов американцев были вынуждены покинуть свои дома из-за невозможности выплачивать ипотеку. Люди, которые утром уходили на работу, к вечеру узнавали, что работы больше нет. Люди, которые копили на пенсию 30 лет, обнаруживали, что их накопления похудели вдвое. И вот люди, которые это устроили, не сидят в тюрьме. Большинство из них стали еще богаче. Главы крупных банков уходили с постов с золотыми парашютами. Например, глава банка Merrill Lynch Стэнли О'Нил ушел в отставку в 2007 году, когда банк уже тонул, получив пакет на сумму около 160 миллионов долларов. Чтобы понять кризис 2008 года, нужно вернуться в 80-е, в Америку Рональда Рейгана. Именно тогда начала формироваться философия, которая в итоге сожрет мировую экономику – рейганомика. В 1980-е годы Рональд Рейган провозгласил знаменитый тезис: In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Государство – это не решение нашей проблемы. Государство и есть проблема. Эта фраза определила курс Америки на десятилетия вперед. Идея была очень простой и звучала красиво. Бизнес знает лучше. Дайте ему свободу, и невидимая рука рынка все расставит по местам. На практике это превратилось в набор конкретных действий: снижение налогов, сокращение государственных расходов, снятие регуляций и свобода торговли. Это все называлось дерегуляцией. И на протяжении 3 десятилетий при республиканцах и демократах Америка планомерно снимала ограничения с финансового сектора. Самый разрушительный шаг был сделан в 1999 году. Президент Клинтон подписывает отмену закона, который существовал 66 лет, с 1933 года, то есть со времен Великой депрессии. Это закон Гласса-Стигала. Он делал одну простую вещь: запрещал банкам, хранящим вклады людей, играть на бирже с их деньгами. Идея была очень простой. Ваши сбережения – это не фишки для казино. 66 лет эта стена стояла, и вот одним росчерком пера ее снесли. И интересный факт: на церемонии подписания рядом с Клинтоном стоял Сэнди Вайл, глава Citigroup. Это такой банк. Человек, который лоббировал этот закон годами. Через 10 лет Citigroup получит 45 миллиардов долларов от государства, чтобы не обанкротиться. Но это был не единственный ингредиент катастрофы. Вторым стала политика дешевых денег. После теракта 11 сентября 2001 года Федеральная резервная система, то есть американский Нацбанк или Центробанк, опустила процентную ставку до 1%. То есть 1%. Это значило, что деньги стали практически бесплатными. Банки могли одалживать валюту под смехотворные проценты, и они это и делали с удовольствием. Алан Гриспен, глава ФРС, был настолько уверен в саморегуляции рынков, что однажды сказал: «Я обнаружил изъян в идеологии, на которой строил свои убеждения 40 лет.
Правда, сказал он это уже после катастрофы, а до был главным фанатом дерегуляции. И тут мы подходим к главному герою этой истории. Не к конкретному человеку, а к идее, к американской мечте о собственном доме. Мексиканский иммигрант, сборщик клубники, получил ипотечный кредит на 724 тысячи долларов. Это реальная история. Его годовой доход составлял 14 тысяч. Банк выдал ему кредит, который превышал его доход в 51 раз. И это был далеко не единичный случай. Это была целая система. Банки начали выдавать так называемые субстандартные ипотеки. То есть это кредиты людям, которые по всем нормальным критериям не могли бы их себе позволить. Без проверки дохода, без первоначального взноса. В индустрии их называли ниндзя-кредиты. То есть no income, no job, no assets. Нет дохода, нет работы и нет активов. И все равно, пожалуйста, вот вам $500 000 на дом. Существовали даже кредиты с отрицательной амортизацией. То есть это когда ваш ежемесячный платеж не покрывает даже процентов, и с каждым месяцем вы должны банку не меньше, а больше. Еще один безумный факт. Компания Countrywide Financial, крупный ипотечный кредитор Америки, имела внутреннюю VIP-программу под названием «Друзья Анджела». То есть это по имени основателя Анджела Мазило. Через нее выдавались кредиты на льготных условиях сенаторам, конгрессменам и другим влиятельным людям. Тем самым людям, которые должны были регулировать ипотечный рынок. То есть лиса охраняла курятник и при этом сама получала бесплатных кур. Почему банки раздавали кредиты как попало? Потому что они даже не планировали держать эти кредиты, они их продавали. И это самая жуткая часть этой истории. Банк выдавал 1000 ипотечных кредитов, потом эту 1000 кредитов собирали в один большой пакет. Это все называлось MBS – Mortgage Backed Security, то есть облигация, обеспеченная ипотекой. Идея звучала вполне элегантно. Если один заемщик перестанет платить, ничего страшного. 1000 человек не могут перестать платить одновременно. И это диверсификация, то есть базовый финансовый принцип. Логично? Ну, мне кажется, абсолютно логично, но только при одном условии. Все эти 1000 людей действительно способны платить по своим кредитам, а мы уже знаем, что это было не так. И дальше произошла вещь, которая превратила просто опасную ситуацию в глобальную катастрофу. Эти пакеты MBS начали нарезать на транши, слои по разным уровням риска. Представьте себе многоэтажный дом. Верхний этаж считается самым безопасным в плане того, что если дом начнет топить, то вода до него дойдет последним. Вот этому верхнему этажу рейтинговые агентства присваивали рейтинг AAA, то есть рейтинг максимальной надежности. Это тот же рейтинг, что и у государственных облигаций США. И вот почему это важно. Пенсионные фонды, страховые компании и государственные инвестиционные фонды со всего мира, от Норвегии до Японии, могли по закону вкладывать деньги только в безопасные активы. Они увидели AAA и вложились. Теперь токсичные ипотеки американских заемщиков, которые не могли позволить себе свои дома, лежали в пенсионных накоплениях людей по всему миру, и никто об этом не подозревал. Но как мусорные кредиты людей без дохода получали наивысший рейтинг AAA? А здесь добро пожаловать в мир рейтинговых агентств. 3 компании контролировали рынок рейтингов. Это Standard & Poor's, Moody's и Fitch. Им платили те самые банки, которые выпускали эти облигации. Если вы студент, платили бы профессору за оценку на экзамене. Здесь наверняка есть конфликт интересов, но тогда это никого не волновало, потому что все зарабатывали. В 2000-2007 годах Moody's утроила свою прибыль. Рейтинговый бизнес стал самой прибыльной частью финансовой индустрии. Маржа выше, чем у казино в Лас-Вегасе, но по некоторым данным. В одной из внутренних переписок S&P аналитики писали: сделку могли бы просто структурировать коровы, и мы бы все равно поставили ей рейтинг. А в другой переписке сотрудник агентства писал: рейтинговые агентства продолжают создавать еще большего монстра – рынок CDO. Надеюсь, к этому времени, когда этот карточный домик рухнет, мы все уже будем богаты и на пенсии.
Если MBS были опасным, то следующее изобретение Уолл-стрит было просто ядерным. Оно называлось CDO – обеспеченное долговое обязательство. И прежде чем у вас заболит голова от терминов, я объясню простой аналогией. Представьте, что вы берете мусорные пакеты из 10 разных районов города, перемешиваете их, перекладываете в красивые дизайнерские пакеты и продаете в модном магазине экологических товаров. Покупатель не знает, что внутри мусор, а на пакете написано «Органика премиум класса». Вот примерно это и было CDO. Банки брали худшие, самые рискованные куски MBS, те, которые не получали высокий рейтинг, смешивали их между собой и каким-то математическим чудом результат снова получал рейтинг AAA. Свинец превращался в золото. Но это все происходило только на бумаге. Математические модели, на которых были построены CDO, основывались на формуле Дэвида Ли, так называемой гауссовой копуле. Эта формула предполагала, что дефолты по ипотекам не могут произойти одновременно по всей стране, потому что исторически цены на дома в разных регионах двигались по-разному. И вот если во Флориде они растут, то в Огайо падают и наоборот. Модель была красивой, элегантной и при этом катастрофически неправильной, потому что никогда раньше вся страна не была накачана одинаковыми мусорными кредитами одновременно. И вот когда цены упали, они упали везде. А потом еще появились CDO в квадрате, то есть CDO, собранный из других CDO. Каждый новый слой уводил инвестора все дальше от реальности. Это вот как если бы из фарша сделали котлеты, потом из этих остатков этих котлет сделали бы еще один фарш и снова назвали это первоклассным мясом. Немецкий пенсионный фонд покупал пирамиду из CDO и даже понятия не имел, что в ее составе сборщик клубники из Бейкерсфилда, который никогда не сможет выплатить свою ипотеку. Покупатель в Европе видел на экране высокий рейтинг и слова «американская недвижимость», то есть, наверное, отчасти американская мечта, такие уж ассоциации появляются с этими словами. Но он не понимал, что внизу этой конструкции лежат тысячи рискованных ипотек, выданных людям, которым эти кредиты изначально не были по силам. Они думали, что покупают американскую недвижимость, самый надежный актив на планете. И вот вам вишенка на торте. Инструмент, который превратил кризис из американской проблемы в глобальный пожар. Он назывался CDS – кредитный дефолтный своп. По сути, это было похоже на страховку. То есть вы покупаете облигацию и страхуетесь на случай, если она вдруг обесценится. Но дальше система просто сошла с ума. Покупать такую страховку могли даже те, у кого самой облигации не было. Это как если бы на один и тот же дом могли оформить страховку все ваши соседи, прохожие и даже люди с другой улицы. И если дом сгорал, платить приходилось сразу всем. К концу 2007 года рынок CDS разросся примерно до 60 триллионов долларов. Это примерно больше годового ВВП всего мира. Но ключевое здесь не только число, а вот непрозрачность. Рынок почти никак не регулировался, то есть на федеральном уровне. Никто не мог быстро понять, где именно сосредоточен риск и кто кому сколько должен. Это была финансовая темная материя, невидимая, но способная обрушить систему. Многие фанаты футбола помнят такую компанию, как AIG. Именно ее логотип красовался на футболках Манчестер Юнайтед в те годы. И вот в то время AIG — это крупнейший страховщик мира. Эта компания продала кредитных дефолтных свопов на 440 миллиардов долларов. Проблема была в том, что это делало подразделение AIG Financial Products, то есть компания, которая не регулировалась как классическая страховая компания. И в итоге она оказалась не готова к масштабным выплатам, когда рынок резко пошел вниз. Внутри компании исходили из того, что общенациональное падение жилья вообще маловероятно, именно рынка жилья. А реальные потери по этим бумагам, практически невозможны. И эта ошибка оказалась, естественно, фатальной. Знаменитый инвестор Уоррен Баффет еще в 2002 году назвал деривативы финансовым оружием массового поражения. 5 лет спустя его слова станут пророческими. Теперь моя любимая часть
этой истории. Посреди всего этого безумия были люди, которые увидели правду раньше остальных. И долгое время им просто никто не верил. Их история настолько невероятна, что Майкл Льюис написал о них книгу, а в 2015 году по ней сняли фильм с Кристианом Бейлом, Стивом Кареллом и Райаном Гослингом. А еще был Брэд Питт. В русскоязычной адаптации фильм назвали «Игра на понижение». Это один из лучших фильмов о финансах, и если вы его еще не смотрели, посмотрите обязательно после этого видео. Один из главных героев Майкл Бьюри, которого сыграл Кристиан Бейл. Бьюри родился в 1971 году в Калифорнии. В 2 года у него диагностировали ретинобластому, агрессивную форму рака глаза. Его левый глаз удалили, и с детства он носил стеклянный протез. Позже он рассказывал, что у него синдром Аспергера, форма аутизма, которая, среди прочего, делает человека неловким в обществе. Он плохо считывал социальные сигналы, но зато мог часами в одиночку разбирать цифры, отчеты и модели. И именно это качество помогло ему увидеть то, чего не заметил почти никто. Бьюри окончил медицинский факультет, стал нейрохирургом, резидентом, но ночами вместо сна анализировал финансовые рынки. Он вел блог на форуме Silicon Investor, и его анализы были настолько точными, что профессиональные инвесторы начали за ним следить. В 2000 году он бросил медицину и основал хедж-фонд Scion Capital. За первый год его фонд вырос на 55%, в то время как S&P 500, то есть главный фондовый индекс, который отслеживает 500 крупнейших компаний США, упал на 12%. За 8 лет, то есть с 2000 по 2008, его фонд показал доходность почти 490%, и это после вычета комиссий. S&P 500 за тот же период вырос менее чем на 3%. Но настоящий подвиг Бьюри совершил не на бирже, а в тишине своего офиса. Он делал то, что не делал больше никто. Он читал ипотечные договоры. Не аналитические отчеты, не сводки, не презентации Goldman Sachs, а вот именно сами договоры. Их были сотни, тысячи, страница за страницей, пункт за пунктом, ночами и слушая heavy metal на полной громкости. А Бьюри, кстати, любил играть на ударных и слушал Металлику. И то, что он увидел, привело его в ужас. Ипотечные кредиты с плавающей ставкой, которые скоро должны были резко подорожать, нулевая документация, завышенные или откровенно вымышленные доходы заемщиков. Бьюри понял, как только закончится период дешевых ставок, начнется волна дефолтов, а рынок этого почти не замечает. В 2005 году он добился от банков на Уолл-стрит, включая Goldman Sachs и Deutsche Bank, создания CDS на ипотечной бумаге, то есть инструмента, который позволял поставить против рынка. Для банков это просто выглядело как подарок, то есть рынок жилья рос уже много лет, и странный менеджер хедж-фонда, просто какой-то чудак со стеклянным глазом, хотел платить им премию за ставку против Америки. И вот вам, пожалуйста, конечно. Следующие 2 года стали для Бьюри настоящей пыткой. Его инвесторы бунтовали, требовали вернуть деньги и не понимали, почему фонд каждый месяц платит огромные премии по страховке, пока рынок внешне продолжает жить как ни в чем не бывало. Бьюри ограничил вывод средств в рамках условий фонда, то есть юридически он имел на это право и деньги из фонда никто не выводил, но отношения с инвесторами он разрушил. Он оказался почти в полном одиночестве и, как выяснится позже, был невероятно прав. В психологии это называют комплексом Кассандры по имени троянской пророчицы из древнегреческого мифа. Аполлон дал ей дар видеть будущее, но проклял. Никто никогда не поверит ее предсказания. Кассандра кричала, что деревянный конь – ловушка, но троянцы ее проигнорировали. Бьюри видел, что финансовый конь набит токсичными ипотеками. И точно так же был один против всех. И здесь Кристиан Бейл передает блестяще всю эту смесь гениальности и социальной неуклюжести. Какой-то мужик в шортах, который барабанит палочками по столу, и при этом он якобы видит то, чего не видит ни один человек в дорогом костюме с Уолл-стрит. Бейл был номинирован за эту роль на Оскар. Но реальный Бьюри еще более поразительная фигура, потому что в отличие от кино, он действительно
рисковал всем. В 2007 году, когда рынок рухнул, его фонд заработал 725 миллионов долларов для своих инвесторов. Сам Бьюри получил примерно 100 миллионов. Это те самые инвесторы, которые называли его сумасшедшим, они теперь просто получали чеки на десятки миллионов. Но Бьюри, конечно же, был не единственным человеком, предсказавшим этот кризис. Стив Айсман, управляющий фонда Front Point Partners, пришел к тем же выводам, но совершенно другим путем. Айсман очень грубый, язвительный и бескомпромиссный нью-йоркец. В фильме его играет Стив Карелл, тот самый Майкл из эпохального сериала «Офис», который я люблю, но он играет его под именем Марк Баум. Айсман, и это совершенно реальная история, поехал во Флориду и Лас-Вегас, где просто разговаривал с обычными людьми, со стриптизершами, владевшими 5 домами и бравшими эти дома в ипотеку, с брокерами, которые открыто хвастались, что выдают кредиты кому угодно. Один брокер рассказал ему, что выдал ипотеку человеку, который указал в заявке доход в 100 тысяч долларов, а сам на самом деле просто работал няней, и банк это просто не проверил. Был еще Грег Липман из Deutsche Bank, трейдер, который осознал, что его собственный банк сидит на бомбе. В фильме его играет Райан Гослинг, правда, в кинокартине его зовут Джаред, и он тоже очень харизматичный и циничный персонаж. Липман начал продавать своим же клиентам страховки от обвала и параллельно делал ставки против бумаг, которые его коллеги в этажом выше продавали как надежные инвестиции. Правая рука не знала, что делает левая. Или знала, но ей, наверное, было все равно. Если вы хотите понять эту историю на уровне эмоций, посмотрите фильм «Игра на понижение». Серьезно, это редкий случай, когда Голливуд сделал фильм, который одновременно развлекает, обучает и приводит в бешенство. Режиссер использовал гениальный прием, когда нужно объяснить сложный финансовый инструмент. В кадре появлялась Марго Робби в ванне шампанским. Я объясняла, что такое CDO. Или какой-нибудь шеф-повар разбирал субстандартные ипотеки через метафору с несвежей тухлой рыбой. Фильм собрал 133 миллиона долларов в прокате и получил Оскар за лучший адаптированный сценарий. А теперь кульминация. 10 дней сентября 2008 года, когда мировая финансовая система просто висела на волоске. 7 сентября правительство США национализирует Фенни Мэй и Фредди Мак. Это 2 ипотечных гиганта, которые гарантировали половину всех ипотечных кредитов в Америке. Это было крупнейшей национализацией в истории. И здесь, конечно, не без иронии. Страна, которая учила весь мир свободному рынку, национализировала ипотечный сектор. 12 сентября. Пятница. На экстренной встрече в штаб-квартире ФРС в Нью-Йорке собираются главы всех крупнейших банков. Всем уже известно и понятно. Банк Lehman Brothers, о котором вы когда-то могли слышать, умирает. Вопрос только в том, кто заплатит за попытку его спасти. 15 сентября. Lehman Brothers, 4-й по величине инвестиционный банк Америки, основанный в 1850 году, объявляет о банкротстве. После 158 лет истории сотрудники выходят из офиса с коробками, мировые рынки содрогаются, а вот эти вот кадры становятся одним из главных визуальных символов кризиса 2008 года. И есть деталь, о которой часто забывают. В последние выходные перед банкротством сотрудники Lehman Brothers и банкиры работали почти без остановки, пытаясь найти покупателя. Британский Barclays был одним из главных претендентов на покупку, но сделка сорвалась. Британский регулятор не был готов одобрить ее в таком виде, а сам Barclays не мог быстро взять на себя все необходимые гарантии. И вот после банкротства Barclays купит только часть американских активов Lehman Brothers. В этот же день Bank of America покупает Merrill Lynch, еще одного гиганта, за 50 миллиардов долларов. За год до этого Merrill Lynch стоил 100 миллиардов. 16 сентября. AIG, тот самый страховщик с футболки Манчестер Юнайтед, продавший свопов на 440 миллиардов, оказывается на грани коллапса. Если AIG падет, за ним потянутся все, кому он продал свои страховки. Это эффект домино в мировом масштабе. Представьте, первый пакет помощи
для AIG составил $85 миллиардов, а общий объем государственной поддержки в итоге превысил 180 миллиардов. И почти сразу после этого AIG получила еще один символический, но удар по репутации. Всплыло, что компания провела дорогой выезд на курорт в Калифорнии, пока ее спасали деньги налогоплательщиков. 17-18 сентября. Происходит то, о чем широкая публика до сих пор мало знает. Денежный рынок – это скучная, невидимая инфраструктура экономики, и она начинает разваливаться. Один из крупнейших фондов денежного рынка, резерв Primary фонд, ломает доллар, ломает бакс. Его стоимость падает ниже $1 за долю. Звучит немножко непонятно, но главное, что надо знать, что через фонды денежного рынка финансируются зарплаты компаний, операционные расходы, повседневная работа экономики. Министр финансов США Генри Полсон позже скажет: «Мы были в нескольких часах от полной остановки финансовой системы. Не дней, часов. За один день из фондов денежного рынка было выведено $140 миллиардов. И если бы отток продолжился, через 2 дня в Америке перестали бы ходить грузовики с продуктами». 19 сентября. Полсон и глава ФРС Бен Бернанке приходят к лидерам Конгресса с примерно 3-страничным документом, в котором они просят $700 миллиардов помощи. 700 миллиардов. По воспоминаниям участников встречи, Бернанке, который является профессором экономики, который всю свою карьеру изучал Великую депрессию, посмотрел на конгрессменов и сказал: если не действовать немедленно, к понедельнику у страны уже может не быть экономики в привычном ее смысле. Полсон – бывший глава банка Goldman Sachs, человек, чьи костюмы могут стоить больше, чем средний американец зарабатывает за всю жизнь. И он встал на одно колено перед спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, умоляя поддержать план спасения. Американский кризис мгновенно стал мировым. И вот здесь масштаб становится по-настоящему пугающим. Исландия, маленькая страна с населением 320 тысяч человек, это меньше, чем Астана, пережила фактически коллапс банковской системы. Ее 3 крупнейших банка рухнули за 1 неделю. Совокупные долги превышали ВВП страны в 11 раз. Исландская крона потеряла 70% стоимости. Люди, которые брали кредиты в иностранной валюте, оказались в долговой яме, из которой просто не было возможно выбраться. Но Исландия, надо отдать ей должное, поступила иначе, чем все остальные. Она отправила банкиров в тюрьму. 26 банкиров получили реальные сроки. Единственная страна в мире, которая это сделала. Ирландия гарантировала банковские обязательства на сумму более чем вдвое превышавшую ВВП страны. И это решение обернулось тяжелым банковским бюджетным кризисом, жесткой экономией и новой волной миграции. А надо понимать, что для Ирландии, как для страны, которая исторически и так знала, что такое массовый отъезд, это был очень болезненный удар. По разным оценкам, между 2008 и 2013 годами Ирландию покинули больше 400 тысяч человек. Это при населении в 4,5 миллиона. Греция. Кризис вскрыл годы фискальных манипуляций, слабого управления и недостоверной статистики. Позже выяснилось, что американский банк помогал Греции проводить валютные свопы, которые позволяли скрывать часть долговой нагрузки и улучшать вид официальных показателей. Страна вошла в долговую спираль на долгие годы. Молодежная безработица в пике поднималась до 60%. Это означало, что из 10 молодых людей работу не могли найти 6. И я очень хорошо помню эти кадры, по-моему, Евроньюз, о кризисе в Греции. Я помню, насколько этой стране было тяжело в эти годы. И даже страны, которые, казалось бы, были далеки от Уолл-стрит, получили пощечину. В Китае рабочие теряли работу, потому что американцы и европейцы резко сократили свои покупки. В одной только провинции Гуандун закрылись десятки тысяч фабрик. Нефть рухнула примерно со $147 до 32 за баррель, и вместе с ней пошатнулись все нефтезависимые экономики, от Казахстана до Венесуэлы. Мировая торговля в 2009 году сократилась примерно на 12%.
И это был крупнейший спад в послевоенной истории. Лично я тогда учился в школе и помню, как все только и говорили о кризисе. Это было повсюду, из телевизора, и люди между собой очень часто об этом говорили. Поэтому Казахстану кризис тоже прилетел прямо в лицо. Экономика, подсаженная на дорогую нефть и внешние заимствования, вдруг осталась просто без двух своих опор. Нефть обвалилась, и доступ к дешевым деньгам почти исчез. Банки, которые еще вчера жили на иностранном фондировании, просто начали задыхаться. И вот в феврале 2009 года я впервые услышал слово «девальвация». Тогда Национальный банк девальвировал тенге, установив новый курс на уровне 150 тенге за доллар с привычных 120-123 тенге. Выяснилось, что нефтяная игла не делает страну сильной, она просто позволяет дольше не замечать собственную уязвимость. 2008 показал всему миру, что страны, живущие за счет сырья, внешнего финансирования, могут долго казаться устойчивыми, но ровно до того момента, пока внешний мир не перестанет ее кормить. Исследователи оценили, что после кризиса 2008 года в Европе и Северной Америке произошло как минимум 10 тысяч дополнительных случаев суицида. Это, возможно, самая страшная цена всего этого финансового безумия. Кризис разрушал не только рынки, банки и карьеры. Он разрушал человеческие жизни. И вот мы подошли к вопросу, который задает, наверное, каждый, кто узнает эту историю. Кто в итоге сел в тюрьму или просто понес наказание? И вот ответ. Почти никто. В США единственным заметным банкиром, реально отправленным за решетку по делу, связанному с кризисом 2008 года, стал Карим Сирагельдин из Credit Suisse. И то не за сам кризис как таковой, а за сокрытие убытков по ипотечным бумагам. В итоге ни один глава крупнейших банков Уолл-стрит не был осужден по уголовному делу за доведение системы до катастрофы. И вот вам сравнение. После скандала с Enron, это крупнейшее в истории США банкротство на тот момент, вызванное масштабными фальсификациями отчетности, Джефф Скиллинг получил больше 24 лет тюрьмы. После судосберегательного кризиса в 80-х и начале 90-х в США были вынесены тысячи обвинительных приговоров, а после крупнейшего финансового кризиса 21 века почти тишина. Дик Фалди, глава Lehman Brothers, не провел в тюрьме ни одного дня. На слушаниях в Конгрессе ему напомнили, что с 2000 по 2007 год он получил около 484 миллионов долларов в виде зарплаты, бонусов, еще акций и опционов. И это все происходило, пока его банк наращивал риск, который в итоге подорвал эту систему. Под присягой Фалд не спорил с сутью, а спорил с арифметикой. Он заявил, что получил не почти $500 миллиарда, а скорее около 310 миллионов. Позже он допускал, что сумма могла быть ближе к 350 миллионам, но как будто бы это что-то меняет. Перед вами Анджело Маззилла, основатель Countrywide Financial, крупнейшего американского конвейера субстандартных ипотек. Он заключил мировое соглашение на $67,5 миллионов. То есть это какие-то компенсационные выплаты. Его общее состояние оценивалось при этом в 600 миллионов, а часть выплат вообще покрыла Bank of America. То есть, по сути, можно сравнить с тем, что будто бы он выплатил просто штраф за превышение скорости. Банки заплатили огромные штрафы и компенсации. По разным оценкам речь шла о сотнях миллиардов долларов, но для системы это все равно часто выглядело не как справедливое возмездие, а для обычных людей цена была вообще другой. В общественном сознании картина выглядела намного проще. Уолл-стрит спасли деньгами налогоплательщиков, а обычных людей никто не спасал. И это ощущение только усилилось, когда в 2009 году один из американских банков выплатил сотрудникам 16 миллиардов долларов зарплат и бонусов. В разгар кризиса Америка теряла около 800 тысяч рабочих мест в месяц, а на Уолл-стрит снова считали премии. Именно из этого чувства несправедливости позже выросло движение Occupy Wall Street.
Тысячи людей заняли Цукотти парк, что в Нью-Йорке, и выступали под лозунгом «Мы 99%». Лагерь простоял почти 2 месяца, а потом протест разогнали, и система просто выжила. И вот мы подошли к финалу, который я обещал в начале. Помните Майкла Бьюри, того самого немножко чудаковатого, с стеклянным протезом, который предсказал крах 2008 года? После кризиса Бьюри закрыл Scion Capital, но история на этом не закончилась. В 2013 году Бьюри вернулся. Он открыл новый фонд, снова под именем Scion. А еще он завел аккаунт в Twitter, который теперь называется X, под ником Кассандра. Сейчас его аккаунт называется Cassandra Unchained, Кассандра, освобожденная от цепей. Бьюри стал фигурой почти культовой в мире финансов. После 2008 года он регулярно делал громкие прогнозы. И, конечно, далеко не все из них сбывались, но некоторые были очень точными. Он заранее предупреждал о всплеске инфляции, а еще задолго до мемной лихорадки с акциями GameStop он купил эти акции и успел хорошо заработать на своей ставке, хотя и вышел достаточно рано, до самого безумного этапа шорт-сквиза 2021 года. Если вы хотите эту историю поподробнее, я обязательно вам расскажу, оставляйте это в комментариях. И вот, что Бьюри делает сейчас. Он выложил кадр с Кристианом Бейлом в роли самого себя из того самого фильма и написал: «Иногда мы видим пузыри, иногда с этим можно что-то сделать. Иногда единственный способ выиграть – вообще не вступать в игру». Последняя фраза – это отсылка к фильму War Games, то есть военные игры, фильм 1983 года, где компьютер в финале приходит к выводу, что в ядерной войне победить невозможно. Через несколько дней стало понятно, на что именно поставил Бьюри. Его фонд Scion Capital купил опционы на падение акций Nvidia и Palantir. А для тех, кто не в курсе, это две главные звезды текущего бума искусственного интеллекта. И вот в чем его аргумент. Логика у Бьюри достаточно простая. Он считает, что многие компании в AI-секторе, то есть в секторе ИИ, делают прибыль красивее на бумаге. Они закупают очень дорогие серверы и чипы, которые могут устареть довольно быстро, но в бухгалтерии списывают их слишком медленно. Из-за этого отчетность выглядит лучше, чем реальность. В январе 2026 года Бьюри написал в X: «Весь капитал, который тратят и одалживают богатейшие компании мира, не купит достаточно времени». То есть он предупреждает, что AI-пузырь может оказаться слишком большим, чтобы его можно было спасти обычными мерами, и что его крах ударит не только по технологическому сектору, но и по всему рынку в целом. Прав ли он, мы не знаем. Рынок на самом деле пока растет. Nvidia остается главным символом AI-бума и продолжает бить рекорды, а Palantir – одной из самых ярких историй всего этого ралли. Глава Palantir Алекс Карп называл ставку против таких компаний совершенно безумной. Звучит знакомо. В середине 2000-х примерно так же многие говорили о Бьюри, когда он ставил против ипотечного рынка. Кризис 2008 года – это не история про плохих людей, это история про систему, в которой каждый действовал в своем понимании рационально и в рамках своих стимулов. Но совокупный результат оказался полнейшей катастрофой. Банкир выдавал кредиты, потому что получал бонус. Регулятор не вмешивался, потому что политики говорили: не мешайте рынку. Заемщик брал кредит, потому что цены на дома просто всегда росли. Каждый был рационален, но все вместе безумны. И сейчас рейтинговые агентства — это все те же 3 компании. Модель оплаты остается все той же. Банки все так же слишком большие, чтобы упасть. Некоторые стали еще больше. А вот в X сидит человек, который нам теперь очень знаком, и говорит, что ему все это знакомо, что ему все это напоминает недавнее прошлое. Это был первый выпуск Homo Politicus. Мы будем
разбирать события, которые формируют мир. Только факты, логика и попытка понять, как на самом деле устроена власть, деньги и политика. Если это видео заставило вас задуматься, подпишитесь. Именно так вы поможете нам распространить его через алгоритмы YouTube. Если у вас есть какие-то замечания и предложения, если вы хотите предложить какую-то тему, обязательно пишите об этом в комментариях. А YouTube любит, когда вы нажимаете любые кнопки. А мы любим, когда у вас появляются вопросы. Напишите в комментариях, знали ли вы, что ни один глава крупного банка не сел в тюрьму за кризис 2008 года, и смотрели ли вы фильм «Игра на понижение». Если да, то какая сцена запомнилась вам больше всего? Мне правда интересно. Мы будем и дальше рассказывать вам о людях внутри системы.